Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео продукция от компании Chopins. По традиции в начале видео короткое слайд-шоу с теми материалами, о которых пойдет речь в данном обзоре. Если вас что-то заинтересовало, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра! На официальном сайте компании вы можете воспользоваться дополнительной скидкой в размере 10%, указав специальный код. Ну а также в этом видео мы с вами сделаем два простых стемпинг-дизайна, один из которых будет при помощи клея для фольги и теней для макияжа глаз. Итак, мне на обзор прислали тени для макияжа с мельчайшим глиттером. На сегодняшний день у продавца заявлено 12 цветов. В пластиковом контейнере 6 грамм продукта. Контейнер изначально зафальцован. На контейнере указан состав, срок годности после вскрытия, а на донышке есть наклейка, на которой указан номер цвета. Используя данные тени для макияжа, я все-таки планирую в качестве посыпушки для дизайнов на ногтях. К тому же, как оказалось, тут очень удобный контейнер. Если бы все втирки и посыпушки выпускались бы в подобных контейнерах, на мой взгляд, нам было бы намного проще и удобнее работать с этими материалами. Да и расход самого средства за счет удобной упаковки заметно сокращается. Конечно же, никто не застрахован от того, что вы можете случайно опрокинуть открытую баночку, но при этом средство просыпется немного. Использовать данные тени по их прямому назначению очень приятно. Тени как бы немного влажноватые, они очень хорошо и легко распределяются по поверхности кожи. Цвет под номером 01, на мой взгляд, также отлично подойдет и в качестве хайлайтера. Ну а дальше речь пойдет о штампе для стемпинга от компании Chopins. Диаметр силиконовой подушечки 3,5 см. Штамп с крышкой – это, конечно, очень хорошо, так как крышка защитит силиконовую подушечку во время хранения. Но вот то, что у штампа закрытое дно, на мой взгляд, это минус. Как бы вы аккуратно не старались работать с данным штампом, со временем донышко все-таки помутнеет, и обзор уже не будет таким хорошим. Сама силиконовая подушечка очень упругая, не липкая. Даже при сильном нажатии подушечка не проваливается за счет того, что в корпусе есть специальный ограничитель для самой силиконовой подушечки. К штампу прилагается фирменный пластиковый скребок, на котором указан логотип компании. Мне нравится работать именно с такими скребками, поэтому еще один удобный для меня скребок в коллекции не помешает. Единственная, сама надпись на скребке легко удаляется при помощи ацетоносодержащей жидкости. Не знаю, насколько это плюс или минус. На работу самого скребка это никак не сказывается. Ну а теперь у меня есть прозрачная безымянная палитра. О штампе мы еще поговорим, ну а сейчас давайте посмотрим на 3 пластины для стемпинга размером 6 на 12 см без подложки. Каждая пластина для стемпинга упакована в фирменный пакет, но так как пластины без подложки, будьте аккуратнее, у металлические края можно пораниться. Пластины приходят с защитной синей пленкой, перед применением синюю пленку нужно обязательно снять. XL006, на мой взгляд, довольно интересная пластина, на ней представлены разнообразные ленточные рисунки, которые в принципе могут дополнить практически любой дизайн. Очень порадовало то, что на пластине есть обычные 3 полоски различной толщины. Это на тот случай, если вам не хочется самой прорисовывать тонкие и толстые линии. Тестировать пластины я буду лаками для стемпинга от компании Dance Legend. Гравировка у пластин очень хорошая, и не думайте, что это заслуга исключительно лаков для стемпинга от компании Dance Legend. Данные пластины замечательно работают как с лаками для стемпинга, так и с обычными лаками. Гравировка настолько хорошая, что я успеваю отпечатать рисунок на штамп, показать его в кадре и после этого еще и отпечатать на типс. Конечно, с обычными лаками так долго держать рисунок на штампе не стоит, но вот с лаками для стемпинга работать с этими пластинами очень комфортно. Все рисунки я отпечатала с первого раза, и результат меня очень порадовал. Пластина XL008, на мой взгляд, порадует любителей вензелей. На пластине представлены различные композиции вензельной тематики. Конечно же, вензельные композиции, которые умело рисуют сами девочки, не сравнятся с композициями на пластинах для стемпинга. Но для девочек, которые не умеют рисовать вензеля, думаю, это будет хорошей альтернативой в работе. Возможно, самые внимательные зрители заметили, что тестирую пластины я все-таки своим любимым двойным штампом, а точнее его верхней частью. Немного позднее я поясню почему. Ну а сейчас вот вашему вниманию еще несколько отпечатанных рисунков с пластины XL008.
Ну и еще одна пластина под номером XL009, цветочки, листочки, бабочки. На данной пластине мне больше всего понравились именно нижние композиции. Дело в том, что я люблю, когда композиция, скажем так, не загнана в рамки. То есть рисунок можно разместить именно на той части ногтевой пластины, где это необходимо, при этом особо не заморачиваясь по поводу того, чтобы убрать какие-то лишние элементы. Думаю, уже ни для кого не секрет, что отпечатанный рисунок в стемпинге мы хотим видеть четким и ярким. Именно поэтому мы приобретаем лаки для стемпинга. Они более пигментированы. Безусловно, качественная гравировка на пластинах для стемпинга играет немаловажную роль, но и штамп для стемпинга может заметно ухудшить либо улучшить полученный результат. Как я уже сказала, на пластинах для стемпинга от компании Chopin's довольно хорошая гравировка. Но давайте отпечатаем один и тот же рисунок тем же самым лаком для стемпинга, но только разными штампами. И вот сейчас на ваших экранах отпечатанный рисунок штампом для стемпинга от компании Chopin's. Результат в принципе неплохой, рисунок хорошо отпечатался, все элементы перенеслись отлично. Теперь отпечатаю этот же рисунок своим любимым штампом, и на первый взгляд результат практически одинаковый. Дело в том, что я начала тестировать пластины именно штампом от компании Chopin's, но поняла, что что-то не то. Дело в том, что я давно работаю с лаками для стемпинга от Dance Legend и знаю, что у них хорошая пигментация. И только сравнив два типса, я поняла, что дело не в пластине и не в лаке, а в штампе. Сейчас на экране разница может быть не видна настолько явно, но отпечатанный рисунок двойным штампом все же насыщеннее. Вживую разница между отпечатанными рисунками еще более заметнее. На моих ноготках черный гель-лак, перекрытый гель-топом, ну а дизайн я буду делать обычными лаками для стемпинга, и перекрывать дизайн я буду топами для обычных лаков. Пластины XL009 я отпечатываю листья, используя два зеленых лака для стемпинга разного тона, для того, чтобы получить такой легкий градиент. Для того, чтобы рисунок оставался четким, не смазанным, изначально я перекрываю дизайн специальным топом, который не смазывает стемпинг. И уже минут через 5 я перекрываю дизайн уже топом, который мне больше всего нравится. Пластины XL006 мы берем рисунок розы, которая выполнена в технике полная гравировка. Это техника заполнения внутренней площади контура. Данный рисунок будет у нас в качестве подмалевка. Отпечатала я его белым лаком для стемпинга, и теперь остается только раскрасить. На палитре смешиваю лаки для стемпинга с обычным топом, и так как обычные лаки быстро сохнут, периодически реанимирую их жидкостью для разбавления лаков. Сначала я раскрашиваю рисунок более светлыми тонами, затем добавляю более темные штрихи. Таким образом рисунок получается более объемным. После того, как мы полностью раскрасим, скажем так, подмалевок, изначально отпечатанного рисунка белым лаком видно не будет. Будет создаваться впечатление, что вы сами нарисовали розу на своих ноготках. Именно поэтому мне нравятся пластины для стемпинга, на которых есть рисунки, которые выполнены в технике полная гравировка. Теперь я перекрываю дизайн топом, который не смажет обычный лак, а после этого рисунок я перекрываю матовым топом. Ну вот, в принципе, первый дизайн готов. Давайте приступим ко второму дизайну. И для этого нам понадобится клей для фольги. Обычный клей для фольги. На пластину XL008 я наношу клей для фольги. Тут самое главное нанести клей на всю часть рисунка, которую мы хотим отпечатать. Теперь сразу же скребком удаляем лишний клей с пластины. Обратите внимание, на пластине практически не осталось лишнего клея, нет клеевых разводов. Если клей изначально будет очень густым, разводов не избежать и рисунок четким не получится. Мы ждем 30-40 секунд для того, чтобы клей немного подсох, но не высох полностью. Теперь берем штамп и отпечатываем рисунок с пластины на штамп. И вот, как вы сейчас сами можете видеть, у нас четкий отпечаток. Правда, клей на штампе потихоньку подсыхает и рисунок становится прозрачным. Теперь нам нужно подождать еще 10-20 секунд, до тех пор, пока рисунок на штампе не будет практически виден. Теперь нам остается отпечатать рисунок со штампа на ноготок. На прозрачной силиконовой подушечке рисунок еле виден. Радует только то, что торопиться тут особо не нужно. Отпечатываю рисунок со штампа на ноготок и беру тени для макияжа. Можно также взять любые пигменты, либо мелкую посыпушку для нейл-арта.
Отпечатанный стемпинг рисунок клеем для фольги липкий, поэтому к нему легко пристают различные посыпушки, пигменты, втирки, ну а в данном случае тени для макияжа. Аккуратно прихлопывающими движениями распределяем тени для того, чтобы не смазать клей для фольги, ну и соответственно рисунок. Теперь мне остается мягкой кисточкой смахнуть лишнее и перекрыть дизайн любимым топом. А вот так смотрятся оба дизайна на моих ноготках. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!